Ну что сказать, политические 10 минут, говорим по экономике, и только последние 30 секунд говорим про политику. Вспомнили, наконец, про референдум. Важнейшие события, это так, по ходу. Ну, страну разрушили, ерунда. Вот давайте машиностроительные заводы. Да не будет заводов, если вы сами свой режим разрушили. Я уже говорил, кодекс поведения для депутатов местного уровня хотят ввести по всей стране, потом до Госдумы доберутся, никого не критиковать. Мне кажется, здесь перебор, надо остановить региональные парламенты, чтобы они такими вещами не занимались. Молодежный парламент вчера заседал, или позавчера еще. 99% представителей «Единой России». На что? Другой молодежи нету? Это ведь деньги государственные из бюджета. Так давайте пропорционально присылать сюда депутатов от всех партий. Так нельзя. Это есть у каждой партии свои молодежные организации, там проводите как хотите. Но если это парламент молодежный всей страны, то там не должны быть только представители «Единой России». Я думаю, эту ошибку надо исправить. Ну, я уже говорил, Волгоградская область – это очень нехороший знак, когда кандидатов в депутаты даже не включают в бюллетень. Это ноу-хау. Такого в мире не было еще. В самых отъявленных государствах, где дикари во главе стоят, никто бы не посмел не включить кандидатов в бюллетень. Могут мешать, вести агитационную работу, могут даже убить кандидата. Но в бюллетене-то он стоит, а это просто бюллетень, не включите, все. И что наши комитеты как-то отреагировали? Наш Центр избирком отправил в отставку руководителя Волгоградского облсбиркома. Депутаты от Волгоградской области, Литвинцев и от других партий что-нибудь сделали? Ничего. Это в маленьком поселке. Но это сигнал всем нам, какие самодуры появились у нас на территории России. По баннерам я уже говорил. Еще раз повторю, пусть будет стыдно мэру Хабаровска, мэру Казани, в Чувашии, в Чебоксарах есть, по всей республике не вывешивают. В Калужской области новая законность. По-моему, даже у Ленина было. У нас не должно быть калужской законности. Законность одна. Тогда была социалистическая, сейчас без слова социалистическая. Вот он решил, Артамонов, не будет у него никаких баннеров. И рад сидит. Калужская область пустая. Одни автомобильные заводы иностранных марок. Ну, то же самое, Тыва ничего нету. В Саратове, в Балаково, в Саратове повесили, по области нету. В Нижегородской области все было в порядке, сейчас по области начали тоже снимать. Ну вот, на Госсовете я подверг критике руководителя нашего Госархива Мироненко, который отрицал существование Панфиловской дивизии в 1941 году. Вот я рад, что моя критика и, возможно, министр культуры Мединский и многие другие, вот он освобожден от занимаемой должности. Это чудовищно. А? Да, но за науку там. Теперь он будет искать научные обоснования, что Панфиловской дивизии нет. А меня это тронуло, потому что там дядя мой погиб. У меня справка из архива Министерства обороны, указано дивизии, все, место, все. А это, оказывается, вот Мироненко показалось через 70 лет после войны, что не было вообще такой дивизии. Генерала не было, и советской армии, может быть, не было. Это коммунист Мироненко. Вот так он думает у нас. И программа на одном из каналов обсуждали проблему, и ведущий спрашивает депутата «Единой России». Ну вот Конгресс США принял постановление о геноциде христиан на Ближнем Востоке. А вы что, спите? Он говорит, у нас не было такой инициативы. Я удивляюсь вообще, дальше некуда. Я с этой трибуны 2 месяца назад, мы, постановление. Да, вы, Единая Россия, не приняли его. Ну так честно скажите, а, депутат Романович, это что за депутаты? На всю страну сообщают, что у нас не было таких инициатив. А мы что здесь обсуждали с вами? Постановление Госдумы. И там речь шла о защите христиан Ближнего Востока. Ну, ошиблись вы, Единая Россия. Вас позвонят вам, вы примете такое постановление. Так и сказал бы Романович. Звонка не было. Мы пока отказали в принятии. А другие партии нам наплевать. Что там, другие партии? Мы будем вести себя как КПСС. Одна партия, один лидер, один комсомол. Вот молодежный парламент. И также загнетесь с одной партией, с одним комсомолом и все остальное. Ну и, наконец, конечно, главное, это вот действительно референдум. Годовщина его была. Она же круглая все-таки, четверть века. Я думал, коммунисты, тут, как говорится, будут с пеной у рта доказывать что-то. А здесь в палате, самое главное, мы ничего не сделали. У нас же есть комитеты,
по международным делам, по безопасности, ну, есть идеологические комитеты. Надо было провести какие-то круглые столы, слушания. И еще раз сказать, что самая первая ошибка была, что вообще такой референдум никто не имел права проводить. Что это за референдум о том, что быть или не быть в нашей стране. Такого нигде в истории человечества еще не было. Никогда. Уже ошибка. Вторая, значит, ведь хитро заложили формулировку для голосования практически то же самое, что Ельцин сделает в декабре. Готовы ли вы, хотите ли вы остаться жить в обновленной федерации суверенных республик? Все. В дурака превратили советский народ. Он голосовал, опять же, за уничтожение СССР. Если бы, допустим, Ельцин не совершил переворот в Беловежской пуще и не было бы ГКЧП, все равно 17 марта конец СССР. Потому что люди хотят жить в другой федерации, которая будет состоять из суверенных, то есть независимых государств. Какая разница? Значит, союз, содружество независимых государств, перевожу на русский язык, и федерация суверенных республик. Никакой разницы нету. Значит, один негодяй нам предлагает в марте голосовать за федерацию независимых государств, заменив слово «независимые» иностранным «суверенные». Другой предатель, негодяй, в декабре предлагает парламенту утвердить, ратифицировать соглашение о содружестве. Федерация, содружество, какая разница? И то объединение, форма объединения. Но смысл-то главный в обоих случаях один. Независимые государства. Все, нет страны. И поэтому это все возмутительно. И никаких оснований нету. Доказывают на всех дискуссиях, что не было продовольствия. Ложь. Сколько можно лгать? Я живой свидетель. Все было. Мало. Нехорошего качества, может быть, но в рынках вообще было изобилие. Все рынки были забиты любыми продуктами. Куры, яйца, поросята, говядина, свиньи. Все везде лежит. Везде все было. Сегодня лгут. Все, уже ничего не хватало, вот-вот начнется голод. А говорят те, кто в школу ходил в 91 году. Вам-то откуда знать, как было, так сказать. Поэтому никаких экономических предпосылок для, так сказать, расчленения страны не было. А главный механизм, почему это произошло, это не предательство. Предатели всегда будут. Власовы найдутся везде. Потом предателей слишком много. Что за такая партия, если один Горбачев крутил 18 миллионов коммунистов? Это уже не партия. И что такое Ельцин? И подчинился ему Верховный Совет. Ну, предатели. А 111 коммунистов, которые 11 декабря ратифицировали соглашение, их кто подталкивал? Они имели право не ратифицировать. И соглашение не вступило бы в силу. В самой большой республике и процесс расчленения остановился бы. Это 8 декабря негодяи собрались там. Но еще хуже сделали те, кто все нажали. И некоторые из них в этом зале сидят. И им стыдно сегодня. И они молчат, что они были депутатами. Надо все опубликовать. И сколько там было деморосов, которые призывали на референдуме голосовать против. А про москвичей почему мы молчим? Большинство жителей Москвы проголосовало против. Они не поддержали. Да что за столичные жители, которые были против той страны, чьей столицей являлась Москва, и они тут жили, жирели, так сказать, при советской власти, жили лучше всех. И главное, самый гнусный обман, что мы кормили кого-то. Никто никого не кормил. Все было взаимовыгодно. Если в Сибири добывался нефть и газ, то Средняя Азия давала фрукты, овощи, шерсть, так сказать, хлопок. То, без чего страна не может жить. Это все свой вклад вносили. Какая разница, как назывался регион. Но вот таким образом пытаются доказать, что якобы сегодня Россия живет в 2 раза лучше, чем все остальные. Это же дикость. Это дикость. То есть продолжают обманывать. Им всем было там, школьники они были. И они знают, что такое было СССР, и навязывают нам ту концепцию, которую выработали на Западе. Президент США, Буш-старший, в Киев едет и упрашивает, не надо выходить из СССР. То есть иностранцы говорят, не разрушайте СССР, и Германия, и Франция все. А свои доморощенные идиоты говорят, нет, нам СССР не нужен. А если бы Россия называлась бы государством, наверное, бы никто так не сказал. Никто бы нигде не сказал, что Россия не нужна. А не нужно аморфное наименование. Союз, ну хорошо, кого? Советских, где они?
социалистические, где они? Это вот эта беда. Это главное однопартийный режим от Ленина до Ельцина. И сегодня он продолжается частично. Пока будет однопартийный режим, такие ситуации, такие вот события неизбежны. Ну, с самого начала докладчик сказал, что якобы какие-то другие фракции вносили аналогичный закон. У него не хватило смелости сказать, что это единственная фракция, ЛДПР. Никакие другие не вносили, только ЛДПР. И много раз. И около 6 раз закон находился в повестке дня, но на таком месте, 90-е, там, 100, что он, до него время не доходило. И в этом смысле надо быть, наверное, смелыми и говорить, что до вас мы уже 10 лет пытаемся подобный закон принять. И не только о досрочном прекращении полномочий, но и о ротации депутатского корпуса. Все это мировая практика. Если где-то этого нет, это не значит, что мы не должны принимать. Это вот как бы к сведению. Ну и то, что вы вдруг вспомнили, что отсутствуют здесь Зюганов и Миронов, абсолютно правильно. Я каждый день, Олег Анатольевич, на работе. Каждый день я нахожусь здесь. И все вы меня слышите и видите. И я единственный депутат, который 25 лет в 9 утра уже находится в Госдуме. И уезжаю после этого. Поэтому так просто отвратительно так говорить, что вот Владимир Вольфович где-то там что-то такое. Ну вы же видите, я мимо вас прохожу, мимо вас. И еще здороваюсь с теми, кто рядом с вами сидят. С вами-то не здороваюсь, потому что вы так себя ведете. Ну, так же нельзя. Видят меня, слышат меня, а потом вдруг заявляют, что вот, мол, где-то там и Жириновский, где-то. Это раз. Второе. Мы поддержим данный закон. Абсолютно правильный, но с опозданием. Россия всегда запаздывает. С монархией запоздали, до расстрела довели. С советской властью запоздали, разгромили сами своими руками государство. И вот в таких мелочах, как данный закон, с самого начала мы должны были его принять. У меня удивляется, вы сами себе противоречите. Тот же Гудков сейчас, Дима, говорит, вот в зале мало людей. Вот, Дмитрий, примем закон, полный зал будет. Полный зал, 100% все будут сидеть. И никакие дурацкие основания у депутатов есть что-то еще. Слушайте, а больница, у врачей что, нет других обязанностей, других дел? Вы пришли на работу, отработайте. У вас есть другие дела, после работы, пожалуйста. Суббота, воскресенье. Это не основание, говорит, но, возможно, у депутата что-то там у него есть. И не надо спекулировать понятиями обязанности. В законе о статусе указано прямо. Работать в зале пленарного заседания. Вот рабочее место. С 10 до 6. Все, что вы думаете? Что за депутаты? Не могут понять, чем вам заниматься. Вы сами себя изобличаете. Вы до сих пор не поняли, чем вы должны заниматься. Здесь присутствовать всегда. Когда идет обсуждение закона, все депутаты до единого должны быть здесь. Все. Их нету. Если бы закон был бы принят давно еще, 100% была бы заполняемость зала. В комитетах то же самое. Очень редко у комитета реальный кворум или большинство. То же самое будет постоянно находиться. Потом, причем есть партия и фракция. В законе четко указано. Решением фракции прекращаются полномочия, Дума голосует, и все, товарищ сдает удостоверение при выходе. Поэтому здесь не надо выдумать, причем соотношение между партией, фракции-то партийные, во главе фракции руководители партии, зачем еще увязывать дополнительно позицию партии, так сказать. Ну, партия, конечно, шире, она не только здесь, в парламенте. Вот. И, конечно, мы сами, насчет неприкосновенности, здесь Олег Анатольевич, наверное, не понимает, что если нас убрать неприкосновенность, мы все замолчим. Я первый. Потому что за любое слово нас будут таскать куда угодно, в том числе и физическое насилие. Если мы убираем, все человечество заработало неприкосновенность, во всем мире. И вот питерский депутат подрывает авторитет самого культурного города в мире. Как можно говорить, отменить неприкосновенность? Да за это боролось человечество. Это единственное, что есть у депутатов всей планеты, они говорят, убрать неприкосновенность. Я согласен зарплату понизить, начать с вас, с питерских. Вам вообще платить не надо. Вы уже сидите в Москве, у вас все есть. Это вот как бы меня бесит. Ельцин начинал льготами бороться. Как пришел к власти, усилил все льготы. Хватит уже лгать перед народом, так сказать.
Во всем мире депутаты получают самую высокую зарплату. Во всем мире у них квартиры, машины и все остальное. Где у вас рабочие? Вон, коммунисты, хоть один рабочий сидит у них в зале? Ни одного рабочего, ни одного крестьянина. Сидят богатые, состоятельные, образованные, хорошо упакованные, с большими семьями люди. Не вылезают из казино, из клубов. Молодцы. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Клевета нет, ну что у вас нет денег, коломейцев. Ростов бедный город. Мы видим этот фильм «Однажды в Ростове». Вот лицо Ростова. Вот однажды расстреляют рабочих в Новочеркасске. Поэтому обязательно принять закон. Он очень важен, нужен. Другое дело, что депутат Плигин пытается как-то обосновать, что проекты законов от ЛДПР чем-то ему не нравятся. Вернее, не нравится, вот там какой-то подход не тот. Слушай, ну чистая альтернатива. У нас досрочное прекращение полномочий и у «Справедливой России». «Справедливая Россия» у нас взяла эту идею. Чем меня эта партия раздражает, они вносят много законов, все взяли из багажа ЛДПР. Мы 100 раз все эти законы вносили. Последний платить 100 рублей за час каждому в работе. Все наше. То есть ничего не делает фракция, не присутствует здесь. Отдыхает Сергей Михайлович с молодой женой. Жениться не надо, работать нужно здесь. Ваша работа, ваша жена это вот работа. Она его доконает, я вас уверяю. Да. Нельзя. Это такое вещь, это же все. Да, нельзя. Самый лучший депутат разведенный или вообще никогда в брак не вступает. А еще лучше вдова. У нее есть воспоминания, как она довела до могилы своего родного мужа. И теперь она может спокойно сидеть, так сказать. И взять из детдома на время детей. И детей не рожала. Все, отдыхает. И, конечно, здесь все делает. Поэтому закон нужен. Это все важно. У нас обязанность здесь быть, в комитетах. А в регионах мы что должны делать? Принимать избирателей. В ЛДПР я ввел норму. 100 человек в месяц должен принять, 10 человек в день, 2 недели находишься в регионах, 1000 за год, 5000 за созыв. Дай мне списки 5000 депутатов, все, идешь на выборы. Нету 5000 этих избирателей, ты же бездельник. Избиратели не принимают, здесь не сидит, в комитете нету, поправки не вносит, ничего не делает. И депутат-коммунист не может понять, что такое бездельничать. Ничего не делает, это дети бездельники, врачи бездельники. Учителя бездельники, и депутаты бездельники, и гнать за шею. Да. А вы прикрываете бездельников. Спасибо, Владимир Владимирович. Отлично. Вы сегодня дали такое количество полезных рекомендаций, я даже не знаю, с какой начать исполнять. Владимир Владимирович, ну вы предложили питерских лишить зарплаты. Я хоть избран гражданами, живущими в Ленинградской области, но за питерских заступлюсь. Не будем лишать. Это очень важная тема. Мы, конечно, поддержим. Но если увязать с предыдущим обсуждением, то вот депутат не сидит и еще не выступает. И нигде его нету. Это же проблема. Ведь мы должны раньше были этим заняться. Эти нацистские выступления в Прибалтике, они были с самого начала. При советской власти они, если русский в трамвай входил, латыш сидел и тихо говорил: оккупанты. Вот тогда нужно было пресекать, когда была мощная структура КГБ. Но боялись нарушить такое вот хрупкое понимание дружбы народов. Никакой дружбы народов не было. Это в кабинетах она была. Приезжает начальник с какого-то национального района, улыбается, привозит там колбасу, да, там деньги, да, вино. О, дружба народов. Вы, чтобы решать проблему с людьми, вы должны жить там. Сейчас идут всякого рода передачи, и выходит товарищ, я там, он... Поживите хотя бы год в национальном регионе. 1 год. В ауле, в степи, в горной Сакле, в городе. Поживите там. В баню сходите, в магазин сходите, квартира коммунальная, в школе. Тогда и будете знать, что такое национальный вопрос. Поэтому этот вот нацизм, он как раз порождается из того, что неправильно установлены границы. Или созданы целые государства. Литва была государство такое, да. Но Латвии и Эстонии я не могу вспомнить, где и когда они были. Они назывались там Лифляндия, Курляндия и так далее, Чухонь, как там, не знаю. Мы получили эти территории от шведов, причем есть эти вот все республики.
Ну, вы знаете, кто их создал. Это вот проблема. Сейчас там товарищ сказал поправку внести в вспомогательные отряды, заменить на полицейские функции. Это неправильно. Как раз вспомогательные отряды, они выполняли какие-то рабочие... Да. Ну, там написано, служили в вспомогательных частях. Ну что нет? Слово «вспомогательный» нужно оставить, ибо это устоявшаяся международная терминология, когда они напрямую не имели права кого-то арестовать, расстрелять, допросить, а выполняли функции, так сказать, обслуживания. А это не полицейские функции. Полицейские для работы с населением. И тогда вы сократите значение этого документа. Многие из них скажут, а вот там русские написали полицейский, я полицейским не был. Я там находился в вспомогательных частях. Они ведь только с 1944 года получили право и начали борьбу с советской армией, вступили в бой. Поэтому не надо укорачивать, не надо цепляться к словам, а взять то, что уже устоялось в международно-правовых документах, оценивающих Вторую мировую войну. И по сути это вот, что эта вот тенденция была и еще при власти. Мы их разозлили чем? Мы же выслали в Сибирь их и в Казахстан. Всех, кто был собственниками. Поэтому они сегодня не столько им хочется отомстить Красной Армии, ее нету. Сколько в основном маршируют дети родителей, погибших в сибирских лагерях. Им хочется как-то вот отомстить, потому что они сегодня ничего особенного не имеют в этой Латвии. Там все население разбежалось. Но на Латвии висит какое-то особое такое клеймо, что ли, не знаю. Латышские стрелки ни с того ни с сего в июле 2018 года здесь наводят порядок в Москве. И латыши в первых органах ВЧК самые такие зверские способы использовали против арестованных. Поэтому латыши сыграли отрицательную роль. Это месть. Месть и ненависть к великой стране – это всегда будет удел маленьких государств. Эти маленькие государства или исчезают, или же входят в состав большого. В Европе много маленьких государств. Монако, там, Лихтенштейн, Люксембург. Но это чисто формально. Люксембург по-немецки говорит практически, это та же Германия, так сказать. Монако – это Франция или Италия. А у нас это резкое отличие. Латыши – это не русские, и русские – это не эстонцы. Поэтому здесь эти маленькие государства создавать не надо было. В Шведской империи их не было. И в Российской империи их не было. Была Прибалтийская губерния. Поэтому это проблема. Это проблема, когда создали государство. Вот я сегодня говорил про референдум. Ведь тогда мы заложили, значит, вот, в бюллетень по голосованию уже Федерацию суверенных республик. Мы уже разрушили 17 марта. Потом в декабре это добавка, так сказать. Но вы думаете, мы остановились? Мы приняли новую конституцию в декабре 1993 года. Что мы там заложили опять? Из чего состоит Россия, статья 5 Конституции нашей последней? Края, области и республики, в скобках государства. Наступит какой-то тяжелый момент в истории нашей страны, они за эту статью 5 прицепятся. Мы по Конституции государства. У нас есть Конституция, герб, флаг, гимн, все есть. Кроме валюты. Введут валюту свою, и больше ничего не надо им для обозначения. Поэтому я и говорю, сегодняшнее постановление с опозданием. Референдум мы уроки не учли. В Конституцию опять заложили уже маленькую бомбочку, лимонку такую, знаете, если под фундамент СССР огромные фугасы заложили. А здесь снова опять нам вписали, представляете, что товарищи писали Конституцию в США. Его фамилия Шейнис. И еще кто-то там был. Главные катали в Америку, и там им текст выправляли, писали. Поэтому это проблема. Такие постановления надо принимать обязательно, нужно отслеживать, вовремя реагировать. И я боролся, лучшее доказательство моей борьбы за демократию в Латвии, я там до сих пор в черных списках. Никого из вас там нет в черных списках. Вот тоже работа депутата. Если он ничего не делает, он ни в каких черных списках не будет. Это не делает ничего, бездельничает ничего.
Конечно, нельзя оформить его обязанности, но по совокупности вы должны сказать, как много я поработал на все.